Дорогие зрители, добро пожаловать на канал Сайтмастер. С вами Александр Калашник. Сегодня речь пойдет у нас о необычном автомобиле для российского рынка. Это Ford Raptor F-150. Официально эту машину не завозят в Россию. Ее можно приобрести только путем покупки данного автомобиля с Америки через аукцион. Эта машина во владении у меня 2 месяца, она 2018 года. И я бы хотел поделиться с вами своими впечатлениями о ней. Эта машина весит в снаряженном состоянии 2 тонны 624 килограмма. И чтобы эту машину тянуть, раньше в ней устанавливался V8 на 411 лошадиных сил. Но сейчас здесь 3.5, мотор V6, EcoBoost, и он выдает 450 лошадиных сил. Эта машина может легко с буксом выехать, а еще эта машина может делать бернаут, и наверняка эта машина может дрифтить. Мы бы не были Сайтмастер с боковыми мастерами или сторонние мастера, если бы мы эту машину не пустили боком. Этот 2,5 тонны китяра выставился боком, и оказался один маленький нюанс. АБС начал тормозить переднее правое колесо, то есть ты выставляешься боком, а АБС тебя гасит. Еще один минус для дрифта: почему-то нет блокировки, когда он на заднем приводе. Вот нет блокировки, и все. Как ее включить? Ну, не понимаю. Естественно, мы сейчас загуглим, но на данный момент я не понимаю, как включить эту блокировку. Слушай, загасил. Ой-ой-ой. Чтобы вы понимали, какого он действительно размера, я предлагаю ввести новую шкалу, шкала Калаша. Итак, мне не хватает кулаков, чтобы измерить его. И как мы видим, нас жутко не хватает. Нам нужно еще 2 человека. На скольких пикапах и джипах я ездил, все время было неудобно садиться. Здесь реализована просто потрясающая подножка. Ты открываешь дверь просто ногой, и ты сел. Самое главное, что нога вообще не напрягается. Ты можешь и забраться очень легко, и выйти с машины очень легко. И самое главное, не запачкать штанишки. А еще здесь есть домофон, как у бабушки в деревне. Просто нажимаешь и входишь в машину. Вообще, для чего эта функция? Для того, чтобы если ты забыл ключи или же ты уехал куда-то и кому-то нужно попасть в твою машину, чтобы взять какие-то документы, например, то если они знают кодовый пароль, они могут без ключей в машину войти. Прикольно, удобно, классно. Но выглядит ущербно. Очень интересно реализован радар в задних фонарях. И если чисто случайно задеть задний фонарь, то, естественно, вот эта вот деталь добавляет стоимости ремонта, потому что 1030 она отдельно точно стоит. Очень круто и прикольно реализована ручка. Она находится вот здесь. И издает она вот такие вот звуки. Братан, вот это руль. Он многофункциональный, здесь очень много кнопочек. Здесь есть разные регулировки. Например, здесь ты можешь выбрать режим вождения. Здесь 6 режимов. Вот этими кнопками он регулируется. Также можешь усилие руля поменять. Далее, очень интересная кнопка. Регулировка по высоте педалей. Очень важная штука, и ты можешь под себя подстроиться. Здесь есть 2 подстаканника. 2 USB входа, не Type-C, они еще не доросли до этого. Здесь реализована очень круто медиасистема, именно CarPlay, которая подключается с iPhone
вообще не лагает. И самое главное, что этот экранчик, он сенсорный, хотя с виду так и не скажешь. Выглядит по дизайну очень топорно. А мы можем отключить стабилизацию. Один раз мы отключаем ее частично, но чтобы отключить ее полностью, нужно удерживать ее секунд, наверное, 5, и она полностью выключена, что позволяет нам, естественно, дрифтить. А еще эта машина очень умная, здесь есть автоматический парковщик с прицепом, представляете? Только, по правде говоря, в России он не работает и настроен только на американские прицепы, у них там они какие-то умные. Плюс здесь еще есть выходы на всякие разные разъемы штатные, то есть ты можешь подключить лебедку, можешь оснастить разным светом, куда тебе угодно. Здесь есть 6 выходов, они их называют AUX почему-то. Изначально, когда я купил эту машину, я подумал, что 6 AUX, можно 6 телефонов одновременно подключать. Классно. Но на самом деле это не так. Панорама открывается, закрывается, шторка, все это здесь есть, все присутствует. Машина большая, комфортная, вместительная. Все необходимые опции, которые нужны, и они есть в современных машинах, здесь есть. Правда, здесь нет массажа сидений. Это, извините, не S-класс. От американца ожидать что-то прям вау в таком сегменте, я думаю, не нужно. Поэтому тачка, в принципе, за свои бабки вообще топ. И еще, идемте назад, и я вам покажу, что мне радует в этой машине. В первую очередь, что мне радует в этой машине, это ее объем сзади. И здесь реально может поместиться 3 больших дровосека. А еще, если нужно что-то загрузить именно в салон, вот сиденья вот так открываются, и здесь реально, коробок 10, может 15 влезть легко. А еще, что здесь по кайфу? Здесь есть всякие разные разъемы. Также органайзеры, так же как и спереди они реализованы. По кайфу здесь есть подогрев сидения. 2 уровня имеет. И самое важное, здесь есть 2 подстаканника спереди и 2 подстаканника здесь. Вам же тоже не нравятся эти кнопочки, там, что за что отвечает. Надо же ближе к делу, правильно? Он славится своей проходимостью. На нем раллийная подвеска Фоксы. Я не сильно раллист, не сильно в этом разбираюсь, но все, кто в теме, говорят, что это очень подвеска. И она отрабатывает. А на этой машине тебе не страшно ничего. Ребят, прыжки это что-то новое в моей жизни. Так высоко прыгать я еще никогда не прыгал на автомобиле. Чтобы подпрыгнуть вот так, как это было, мне пришлось разогнаться на скорость 135 км в час. Самое страшное в прыжке — это когда ты подъезжаешь к самому вот этому трамплину. Изначально я прыгнул на 100 км в час. Я такой, вроде ничего. Я разгоняю 110, 120 и понимаю, что машина в принципе отрабатывает. Я такой, в принципе безопасно, можно прыгать дальше. Мы сделали несколько попыток, и на крайние 2 попытки я уже разогнался 135 км в час. В салоне было что-то. Ты едешь, ремень застегнут, прыгаешь, вот тут все разлетается, просто все подпрыгивает, потом резко вниз. И ты тоже, когда подпрыгиваешь, ремень затягивается, и такое ощущение, как будто он тебе ломает ключицу вот этого. Не сильно приятных ощущений, но адреналин, который вырабатывается, ты боль, в принципе, не чувствуешь. И ты приземляешься. А приземляется он очень круто. Из-за его подвески он даже не распрыгивается. Он просто вниз прожимается и едет дальше. Я хоть не джипер, прям со стажем, не прыгал, не летал, но ощущения получил кайфовые.
Эта машина, как по мне, создана для путешествий. И лично я убедился в этом, потому что я эту машину купил в Москве. И мне сразу же после покупки нужно было ехать в Питер. И я поехал в Питер, и я выехал где-то в час с основными остановками. Я доехал до Питера к 7 утра. С 3 остановками до Москвы, с одной остановкой на заправку с Москвы до Рязани, я проехал вообще на изи. В этой машине я не устаю от дальней дороги. Я начал снова любить путешествия. Мне в кайф ездить на этой машине. Я не напрягаюсь, я очень высоко сижу. Мне удобно. Ты выставляешь круиз, братан, и просто едешь 170. Потому что у него ограничение 173, вот едешь 173, там 170, и тебе в кайф. Правда, при такой скорости расход топлива около 25 литров. И вы такие, чё, 25 литров, это же типа мало, это немного. Я согласен. Но при скорости 110 км в час у него расход 12 литров. Вы представляете, 12 литров на 100 км в час. Он не жрет ни хрена, потому что он реально экономичный. Он не отключает цилиндры, но за счет того, что у него 10 передач, коробка 10-ступенчатая, то, я думаю, он справится. Потому что вот мы едем сейчас 80 км в час на 10-й передаче, а у меня 1100 оборотов. Прикольно. Дорогие друзья, спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, обзор на эту махину вам понравился. И пишите, пожалуйста, в комментариях, нормальный я обзорщик автомобилей или нет. Это мой первый такой осознанный опыт. И специально для тех, кто досмотрел этот ролик до конца, я разыгрываю комплект мерча. Для того, чтобы его выиграть, тебе необходимо написать в комментариях любой комментарий, желательно 1 или 2. И за каждые 500 комментариев я разыгрываю рандомному человеку комплект мерча. Поэтому погнали, пишем комментарии и обязательно ставим лайк. Подписываемся на канал, делаем, чтобы красная кнопка подписаться стала серой. Нажимаем на колокольчик и скидываем друзьям этот видос.